Всем привет! Сегодня мы вместе с моим другом из Даугавпилса будем снимать видео про выживание в лесу в начале весны. Поехали! В это время года уже появились клещи, поэтому нам надо будет сегодня на ночевку придумать такое место, где можно от них обезопаситься. Ну, вообще, говорят, что и медведи сейчас в лесу появились. Это, конечно, выглядит смешно, но это факт. Очень много случаев, где по Латвии очевидцы рассказывали о том, как встречались с медведем. Да, но чего нам бояться этих медведей? Да, точняк. А это нам очень пригодится. Мы эту бутылочку попробуем реставрировать. Ну вот, какая-то водичка там уже была. Но мы ее промоем, ничего. Наберем водички. Если ее хорошо прокипятить, можно сказать, она питьевая. Давай мы ее сейчас с тобой хорошенько промоем. С нее всех микробов убрать. Ну а теперь набираем чистой водички. Теперь мы выживем. В это время года насекомые только просыпаются, поэтому кушать в лесу особо нечего. Из-за этого мы придумали, что будем кушать дерево сегодня. Да, именно дерево. Вот мы нашли засохшую березу. Наверное, с нее мы и начнем. Ну, кору с дерева я уже снял. Будем брать только само дерево. Сердцевину, так сказать. Или как это называется. Не порезал. Ой-ой. Ну вот, набрали мы дерево в карман. Пойдем еще посмотрим, что можно набрать. Еще один компонент. Мы туда добавим витамина С. Много брать не будем, чуть-чуть, для вкуса. Теперь у нас будет суп из леса. Да, просто объедение. Этот мох в теории можно использовать как антисептик. Но мы его тоже добавим в наш рацион. Да, забираем его. Опять в карман? Опять все в карман. Что ж такое? Эх, Димон, жалко, что мяса нету в этих лесах. Да, не помешало бы. Андрюха, я мяса нашел! О, муравьи уже проснулись. Ну что, давай покушаем? Димон, не боишься? В них очень много протеина. Если вы будете выживать в лесу, то как бы нет места предубеждениям. Придется кушать. Только голову оторву. Кисленькие. Угу. Да, много их не съешь, потому что, ну, во-первых, как-то не особо приятно их есть, а во-вторых, это то, что они маленькие. То сколько надо в муравейнике их съесть? У меня все ноги просто ими облепило. Ну, хотя бы что-то надо, чтобы поступали хоть какие-то калории, потому что так весь день нам еще надо делать укрытие, поэтому силы понадобятся. Это вам не Discovery. На этой лесной свалке мы возьмем хорошие вещи, которые нам пригодятся для выживания. Вот это нам тоже нужно. Вы можете подумать, что это какая-то ерунда, но вы потом увидите позже, что я с этим сделаю. Вот мы нашли место привала.
Наверное, мы подумали, что лучше всего против клещей это открытая местность, поэтому мы будем на поляне, вот заточим сами 2 кола, вобьем в землю, и тогда, чтобы не зависеть от деревьев, с которых может и упасть клещ как раз. И тем более высокая трава. Вот так начало весны, а между прочим уже и жарко даже. Ну, хотя ночью до -2 сейчас бывает. Нормальная вода. I'm Bear Grylls. Я научу вас выживать в диких условиях. Идея развести костер заключается в том, чтобы взять батарейку из телефона и использовать вот эту старую банку для того, чтобы перемкнуть контакты, плюс и минус. Вот, достали батарейку. Разрезаем банку. Осторожно. По идее, чем тоньше эта штучка, тем будет лучше. И она должна посередине сужаться. Это самое главное правило. Он нагревается? Нет. Надо еще тоньше делать. В общем-то, я пробовал способ с телефоном и с фольгой, и включал телефон, и разные способы использовал, но не получается, потому что срабатывает в батарее блокировка. Поэтому если вы когда-то видите видео, где показывают, что с помощью батарейки разводят костер, это, наверное, скорее всего, очень старый телефон. Поэтому мы прибегнем к другому способу. Да, а именно другой способ в том, что мы нашли на лесной свалке вот такую штуку от зажигалки. Там еще есть кремний, и мы пробуем с помощью кремния зажечь вот кусочек бумажки. Вот, вы видели, без всяких фокусов. Ну, дальше остается дело только за дровами. Мы теряем его. Да, конечно, не так эффектно, как было бы с батареей, но я вам скажу, что главное честно. Чтобы оставить красивым это место и обезопасить от пожара, мы используем кирпичи. Сейчас возьмем песок, насыпем его в этот кулек и сделаем в палатке дно, чтобы обезопасить себя от клещей. Для начала положим хвороста. Это чтобы было тепло и мягко. А теперь песочку. Ну, хоть как-то так. Ну, а чтобы уже на этом костре приготовить нам покушать, мы вот такую банку будем использовать. Мы ее как можно продезинфицировали в воде, вымыли, но еще продезинфицируем в костре. Поэтому я думаю, что будет безопасно с нее покушать. Вся вода с ручья в ней испарилась, значит, банка нагрелась, продезинфицировалась. Можно ей пользоваться. Ну и вот я засыпал наш обед. Конечно, эти еловые веточки, мы их сразу же высунем, как они свои свойства в воде выделят. А кушать будем именно кору дерева. И заливаем тогда это все водой. Воды осталось совсем мало, но можно во всяком случае утолить жажду, если даже не если, а если мы точно не наедимся. Этим мы, конечно, не наедимся. Это будет завтра, когда мы приедем домой и залезем в холодильник, это будет чудо. Вот после такой еды это все, что лежит в холодильнике, покажется очень-очень вкусным. Но будем довольствоваться тем, что есть. Так, устанавливаем
эту баночку попрочнее. И пока пойду нам приготовлю ложки. Для ложек мы возьмем обычные веточки. Вообще я знаю, что вот это вот дерево, его лучше проварить несколько раз, чтобы всю смолу выварить. Но у нас такой возможности нет, потому что вода ограничена. Будем варить так, как получится. Ну вот, ель наша свои свойства витамина С выделила, поэтому ее можно вытаскивать и выкидывать. А наш компот варится дальше. Что ты думаешь насчет этого? Вкуснятина. Какой-то у этой вкуснятины красноватый цвет. Ты заметил? Да. Наверное, будет очень вкусно. С привкусом клубники. Димон, ты готов отведать? Да, готов. Отлично, достаем наш наварчик. Ничего. Ну, нормально. Ну так, чувствуется, что ешь дерево. Угу. Ну что, допиваем наш витаминный чаек. Конечно, еда. Лучше вообще ничего не есть, чем есть дерево. Это, наверное, в экстренных вообще, ну в таких экстренных условиях. Не знаю. Ну, попробую хоть выпить это все до конца. Ой. Ой, фу. Будешь, Димон? Димон отказывается витаминный чай пить. А я думаю, что это очень полезно. Ну все. Вот здесь остатки остались. Я уже это допивать не хочу. Вот это вот каку. Думаю, на этом достаточно. Ну вот, уже садится солнце, скоро будет темнеть. Поэтому нужно готовиться к темноте. Андрюха, уже спишь? Ты спишь, да? Вот Соня. Нормально. Нормально. Все. Нормально, говорю, все. Да не, серьезно, так просто костром прогревает. Даже не скажешь, что ночью будет 0 или минус. Как-то так подустал. Вот столько, на самом деле, затраты энергии. Вот обычно в этих передачах по Discovery показывают, что так все просто. На самом деле, вот все, что мы с этой баночки съели, это вообще никак не пополняет энергию, чтобы носить дрова, строить шалаш. Хочется просто полежать, отдохнуть, набраться сил. Да, Димон? Я согласен. Ну вот и стемнело. Скоро пора ложиться спать. Но мы этого пока делать не хотим, потому что хочется пройти, посмотреть местность вокруг. Потому что здесь, ну, сколько я был в этих лесах, никогда не было такого, чтобы не было шорохов. То есть шорохи здесь постоянно. Здесь всегда то лиса, то заяц, скорее всего. Ну, всякое может быть. Надо пройтись. Вот сейчас слышал шорохи? Вот реально там кто-то есть, походу. Во. Ну да, тут как бы это вообще нечего удивляться, потому что
Здесь такое постоянно. Просто постоянно. А вообще интересно. Вот кому был бы интересный такой стрим, как человек просто ходит ночью по лесу? Напишите в комментариях. Если это действительно было бы интересно, то можно было просто идти всю ночь по лесу с фонариком в прямом эфире. Ставите 500 лайков, и мы пойдем всю ночь по лесу. Вот еще очередное. Я слышу шуршание. Да. Там точно уже зверь. Там, походу, Бармалей какой-то сидит. Чупакабра опять пришла. Ладно. Идем в лагерь. Но освещение у нас, конечно, хорошее для съемки ночью. Ладно, я спать. Ёж матрёж. Ничего себе. Низко, да, как пролетел? Да. Наш костер затух. Мы, наверное, отправимся в путь прямо сейчас, потому что скоро утро уже. Люди, я хочу есть. Я, наверное, приду и съем весь холодильник дома. Я хочу сказать, что в реальной жизни это не так, как показывают в передачах, что вы, ну, там чуть-чуть перекусили, там чуть-чуть перекусили. Это совершенно не хватает. Нужна полноценная еда, чтобы делать такую серьезную физическую работу, как укрытие, дрова там и еще что-то, если делаете какие-то ловушки для выживания. Поэтому, да, это испытание. Ну, в общем-то, вот оно утро, и мы уже слышим следы цивилизации, поэтому всем пока. Пока.